Всем привет! Сегодня у нас будет распаковочный видеоролик, и я вам покажу содержимое старого набора от AVD Models. И здесь представлен самосвал Tatra 815S1. Эта сборная модель уже давно снята с производства, на сегодняшний день можно назвать ее большим раритетом, потому что она очень редко встречается в продаже, и в основном за нее просят довольно внушительную сумму. И впервые эти наборы были показаны в 2017 году. Их продавали по рекомендованной розничной цене в 1850 рублей. Именно тогда я и приобрел свой набор для самостоятельной сборки, и в дополнение к этой сборной модели я также взял готовую продукцию в коробочке Premium Classics. Это был точно такой же самосвал с красной кабиной, с желтым кузовом. На модель я делал детальный видеообзор на основном канале. Кому интересно, можете найти старый видеоролик. И модель от Premium Classics визуально ничем не отличалась от аналога Start Scale Models. И этот самосвал я тоже приготовил, мы его посмотрим ближе к концу видеоролика, и как раз вы наглядно можете посмотреть, как должна выглядеть собранная и окрашенная модель. И мне очень нравится оформление данных коробочек. Здесь есть иллюстрация самосвала, также по традиции изображен известный персонаж, на этот раз это герой мультфильмов Крот. На боковой стороне упаковки также продублирована главная картинка. Есть фотография декалей, которые входят в данный набор. И на задней стороне упаковки представлены на тот момент будущие анонсы. Естественно, на сегодняшний день все эти модели уже доступны в открытой продаже. Первый грузовик — это самосвал Magirus 290D26. Такой модели нет в моей коллекции, но у меня есть похожий Magirus, только с бортовой грузовой платформой. Трехосный сидельный тягач МАЗ-6422. Эти модели у меня есть от Автоистории. Полуприцеп-щиповоз. Такую модель я тоже вам показывал в коробке от Автоистории. Автопоезд из сидельного тягача МАЗ-5432. Здесь небольшая опечатка. Это двухосный грузовик, а здесь написано, что как будто это должен быть трехосник. И полуприцеп для перевозки двух морских контейнеров. Также можно отдельно было собрать МАЗ-5432, и также был набор из более современного трехосного полуприцепа МАЗ-9758. И все эти модели разработал Madimio Engineering. И давайте посмотрим на содержимое набора. Он у меня просто для демонстрации, как выглядит автомобиль в несобранном виде. Я его, скорее всего, собирать не буду, потому что, повторюсь, у меня есть и готовая модель. И также в коллекцию я брал еще один такой набор для будущей конверсии. И такой грузовик я переделал в сидельный тягач. Здесь поставляется декаль. Мы как раз ее посмотрим, как она выглядит в готовом виде, не на фотографии. 3 варианта номерных знаков: российского образца, советского образца и, скорее всего, чешские номерные знаки. И также есть дублеры на задний борт кузова и 2 панели приборов с различными датчиками. И, скорее всего, второй вариант просто про запас, если вы испортите первую декаль. Также есть небольшой рекламный вкладыш, на котором есть фотография с обложки, также будущие анонсы, немножко технической информации, схематический рисунок с габаритными размерами. И также здесь на задней стороне еще раз продублированы другие модели, которые выходили в этих наборах. И мне очень нравятся рисунки у AVD Models, и это как отдельный вид искусства. Можно собирать только, например, коробочки. И я в свою коллекцию купил пару наборов ради упаковки, потому что там очень забавные рисунки. Также есть небольшая памятка, рекомендация по сборке масштабных моделей. Давайте посмотрим на инструкцию. Здесь также перечень всех необходимых деталей, они пронумерованы. Можно как раз будет сверить количество деталей в наборе с деталями из инструкции. И инструкция у AVD Models довольно понятная. По ней
можно легко собрать масштабную копию, но, конечно, каждые детали нужно подготавливать, грунтовать, окрашивать и впоследствии собирать. И также есть схематический рисунок настоящего грузовика. И эта модель довольно удачная, она вполне хорошо попадает в 43-й масштаб. Конечно, хотелось бы на этом грузовике видеть откидывающуюся кабину, потому что здесь она статичная. И я видел, некоторые люди делали конверсию, но, конечно, если вы будете делать рабочую кабину, вам надо будет сделать подкапотное пространство, потому что здесь двигатель очень примитивно изображен. У меня некоторые детали уже положены в отдельный пакетик, потому что они отломились с литника, и я их положил отдельно, чтобы они не потерялись. Здесь представлен и топливный бак, ресиверы, также колпачок на колесные диски, сам колесный диск, зеркала заднего вида и поручни. Есть большой литник, на котором установлены элементы подвески. Давайте его посмотрим. Ну вот некоторые детали уже отваливаются. Например, задняя рессора. Я тоже потом ее положу в отдельный пакетик. Здесь есть элемент воздуховода, короб воздушного фильтра, также кожух мотора за задней частью кабины, рычаг переключения коробки передач, крышка редуктора, выхлопная труба, ну и другие элементы. И эти детали довольно хорошего качества. Особо их подготавливать не надо, но если вы будете срезать их с литника, обязательно мелкой наждачкой зачистите место среза, чтобы не торчали усики. Они портят вид модели, и зачастую на готовой продукции не уделяют этой процедуре должного внимания, и получаются везде торчащие усики, разные штыречки, которые, конечно, не красят готовую масштабную копию. Также есть два вот таких штырька, и это, по-моему, элементы крепления модели к подставке, хотя подиум здесь не поставляется в наборе, и вам нужно приобретать отдельно дисплей-кейс. Благо, у SSM продаются различные коробочки разных размеров, и можно что-то подобрать. Если, например, у вас модель не стоит где-то за стеклом или на открытой полке. Также есть прозрачные элементы. Это остекление кабины, также осветительная техника. Здесь есть запасной фонарь заднего хода и одна стекляшка на фару ближнего света. Тоже хорошо. Обычно, если такие мелкие детали теряются, вы можете взять запасной элемент. Далее здесь представлен набор покрышек, и резина здесь Kama ID304. Конечно, на такую Татру лучше ставить импортную резину, и импортные покрышки есть у Maestro Models. Резина Taurus, по-моему, два варианта исполнения. Я пока что не покупал ее в свою коллекцию, но, наверное, возьму один комплект и установлю на готовую собранную модель. И давайте посмотрим, как выглядит кузов. Кузов здесь пластиковый, как и верхняя часть рамы, а сам хребет и кабина сделаны из металла. Вот так выглядит задний борт, сам кузов. И нижняя часть кузова здесь в виде отдельной детали, ее нужно приклеивать и окрашивать в цвет данного кузова. И вот так выглядит верхняя часть рамы, и здесь как раз изображен двигатель. Примитивно, но все равно, если кабина не откидывается, его невозможно рассмотреть. И давайте дальше покажу вам, как выглядит металлическая кабина. И здесь, конечно, по-хорошему нужно стачивать огни автопоезда, потому что они на кабине просто отлиты единым целым, и если вы их не сточите, не поставите отдельные детальки, они будут смотреться довольно примитивно. Так выглядит кабина. Вполне хорошее литье, особо
подгонки здесь не нужно делать, но на многих кабинах от AVD Models при неправильной транспортировке может погнуться нижняя часть решетки радиатора. Вот эта тоненькая полосочка, она здесь довольно мягкая. Также покажу вам еще остальные детали. Здесь как раз представлена рама кузова, элементы кабины, подножки, противоподкатный брус, брызговики, также напольное покрытие и сиденье. И странно, почему здесь сиденья сделали одним целым с внутренностями кабины. Будет довольно сложно их окрашивать. Конечно, эти детали могли сделать и отдельными. Это не сильно бы удорожило производство. И также здесь представлен вот такой элемент, панель приборов с двумя педалями. Еще один пакетик, гидроцилиндр, винтики для закрепления колесных дисков, стеклоочистители и также небольшая самоклеющаяся фольга, которая имитирует зеркальце. И последний элемент — это хребтовая рама. И Кострома очень хорошо изобразила характерную косолапость грузовиков Татра. И также, если вы посмотрите на раму, то здесь левая ось немножко смещена вперед, а правая, получается, назад. И это тоже характерный признак этих грузовых автомобилей. И давайте я вам покажу, как должен выглядеть уже собранный вариант исполнения. И получается вполне хорошая копийная масштабная копия. Поднимается кузов, откидывается задний борт. Конечно, если вы сделаете подъемную рабочую кабину, будет еще интересней. И на этом грузовике я дорабатывал зеркала заднего вида. Изначально корпус зеркала был отлит вместе с ножкой. Я его спилил и ножки сделал из тоненькой проволочки. Так что вот такая симпатичная масштабная копия. И пишите ваши комментарии, есть ли похожая Татра в вашей коллекции. Возможно, вы тоже собрали ее из набора для самостоятельной сборки. А может быть, пошли более простым путем и купили готовую модель от Premium Classics или в коробочке StartScale Models. Если вам понравился данный видеоролик, то не забывайте поддержать его лайком. Также вступайте в мои группы в социальных сетях ВКонтакте и Фейсбуке. Жмите на колокольчик и заглядывайте на основной канал. Там больше интересных детальных видеообзоров на самые разнообразные модели. А на сегодня это все. До новых встреч. Пока.